здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить вкусный, ароматный, нежный рулет из свиной рульки. Давайте приступим. Вот здесь у меня две рульки, почти по 1,7 кг каждая. Сейчас мы их подготовим, разрежем шкурку, обвалим мясо, вытащим кость. Берем рульку, разрезаем кожу в самом коротком месте, сбоку, и вырезаем косточку. Освобождаем косточку от мяса аккуратненько, чтобы не повредить шкуру или кожу. Вот с этой косточки мы тоже посрезаем мясо. Косточка пойдет на бульон. Так, с этой кожи тоже срезаем мясо. Вот шкурку мы освободили от мяса. Откладываем ее в сторону. Со второй рулькой поступаем так же. Вырезаем кость и освобождаем шкуру от мяса. Мясо нарезаем небольшими кусками, чтобы оно хорошо просолилось. Сухожилия эти можно отрезать, они нам не нужны. Так, и так мясо мы нарезали. Теперь я его разложу по доске и слегка отобьем. Накрываем пленочкой и отбиваем. Так поступаем со всем мясом. Так, теперь нам нужно взвесить мясо вместе со шкуркой. 2 килограмма 440 грамм. Точная цифра нам нужна для того, чтобы правильно отмерить посолочную смесь, нитритную соль и обычную поваренную. Шкурки мы пока убираем в сторону. Итого на это количество мяса нам нужно 48,8 граммов. 24,4 нитритной соли, 0,6%, и 24,4 обычной поваренной соли. Так, высыпаем часть соли, немного оставляем на шкуру, хорошенько перемешиваем мясо. Шкурки тоже просаливаем. Теперь мясо со шкурой перекладываем вот в такой лоточек. Теперь это мясо отправляем в холодильник на 2-3 суток при температуре 4 градуса, от 2 до 4, но не больше, нежелательно больше 6. Оно у нас будет просаливаться, каждый день его нужно открывать, перемешивать и ставить обратно в холодильник. Закрываем, отправляем, ждем 3 дня, через 3 дня встретимся и продолжим изготовление нашего рулета. Итак, прошло 3 суток. Мясо просолилось в холодильнике, шкуры тоже. Свиную шкурку откладываем. Мясо розовенькое. Перекладываем мясо в миску. Мясо у нас здесь получилось килограмм 850 грамм и 600 грамм свиной кожи. На это количество мяса, мясо уже просоленное, беру чайную ложку перца, чайную ложку кориандра, чайную ложку без горки
мускатного ореха меленого, 2 чайных ложки копченой паприки и 2 чайных ложечки гранулированного чеснока. Все это хорошенько перемешиваем. Добавляем 200 грамм ледяной воды, 180 до 200. И продолжаем мешать. Мешаем до тех пор, пока вода не впитается в мясо. Вот так обжимаем все куски мяса. Мясо холодное, вода холодная, так что можете под перчатку подеть хлопчатобумажную еще перчаточку, чтобы не так мерзла рука. Вот я вымесил мясо, воды практически уже нет, вся вода впиталась в мясо. Теперь этот фарш накрываем пленочкой и отправляем в холодильник еще минут на 30, на 40. Пусть он постоит, пропитается специями и будем формировать батоны. Итак, мясо простояло 40 минут в холодильнике. Берем пищевую пленочку, укладываем шкурку, кожу, кому как нравится. Мясо я предварительно разделил на 2 рулета и теперь раскладываем. Мясо раскладываем не до конца кожи, чуть-чуть оставляем. Вот так вот. И скручиваем все это в рулет. Пленочка у нас не широкая. Заворачиваем и скручиваем такую конфету. Завязываем этот конец. Теперь скручиваем с этой стороны. Сформировался такой батончик, завязываем с этой стороны. И теперь обвязываем весь батончик. Лишнее отрезаем. Вот такой батончик вот у нас получился. Со вторым рулетом поступаем точно так же. Итак, у нас получилось 2 вот таких вот батончика. Сейчас мы их отправим в холодильник на осадочку на ночь, а завтра с утра будем готовить. Итак, рулеты у нас пролежали ночь в холодильнике. С утра я их достал. Они чуть-чуть отогрелись. Не до комнатной температуры. Прошло 3 часа. Вставляем щуп в самое толстое место, в середину батона. Выставляем температуру 70 и отправляем их в разогретую до 100 градусов духовку. На какое время будет видно по достижении температуры 70. В нижнюю дечку наливаем воду горячую и отправляем батончики в духовку. Я отправил батоны в духовку при температуре 11 градусов внутри батона. Время 10 часов утра. Ждем достижения 70 градусов. Вот сработал таймер. Набрали 70 градусов. Рулеты у нас находились почти 5 часов. 4 часа 50 минут. Набрали 70 градусов. Сейчас мы их вытащим и будем охлаждать. Вот такие рулетики мы вытащили. Сейчас мы им дадим остынуть до комнатной температуры. Потом я их переложу в холодильник. Ночь они хорошенько застынут, а завтра будем пробовать. Вот такой рулет у нас получился. Сейчас мы его распакуем и попробуем.
Запах, конечно, у него обалденный. Очень вкусно. Мягкий, ароматный. Шкурка мягенькая. Мясо очень вкусное. Срез красивый. Рулет получается замечательный, вкусный. На праздничный стол. В будние дни на бутерброд. Лучше всякой колбасы. Рекомендую приготовить. Готовится он несложно, хотя по времени немножко продолжительно. Но это стоит того. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!